Цех радиационной безопасности – один из основных цехов Чернобыльской атомной электростанции. Несмотря на неоднократную реорганизацию, призванную максимально оптимизировать работу, остается одним из многочисленных цехов ЧАЭС. А его специалисты успешно решают задачи, стоящие перед коллективом по освоению вводимых промышленных объектов, внедряя и осваивая новые современные системы и оборудование, повышая и совершенствуя контроль радиационной безопасности на промышленной площадке ГСП ЧАЭС. Основная задача цеха радиационной безопасности отражена в самом названии. Это выполнение регламента радиационного контроля объектов Чернобыльской атомной электростанции, всех остановленных энергоблоков ЧАЭС, Хаят-1, объекта укрытия и нового безопасного конфайнмента. Общая численность персонала цеха – 181 человек. Из них 25 руководителей, 47 инженерно-технических работников и 108 рабочих. Структурно цех радиационной безопасности состоит из участка эксплуатации, участка объекта укрытия, участка ремонта, лаборатории индивидуального дозиметрического контроля, лаборатории радиоэкологического мониторинга. Основные задачи участка эксплуатации являются это ведение радиационного контроля в помещениях главного корпуса, это первый, второй, третий блок, на Хаяте-1, ЗПЖРО, ПКТРО, курирование работ по модернизации стационарной системы радиационного контроля Хаят-1, а также участие в испытаниях стационарной системы радиационного контроля Хаят-2. Основные исполняемые функции персонала участка объекта укрытия являются это ведение радиационного контроля на объекте укрытия, на территории внешних объектов ГСП ЧАЭС, контроль соблюдения санитарно-пропускного режима как персоналом ГСП ЧАЭС, сторонних организаций, так и посетителями. Основными функциями и задачей участка ремонта являются выполнение работ по техническому обслуживанию, проверки и обеспечение бесперебойной работы приборов оборудования и систем радиационного контроля. Лаборатория индивидуального дозиметрического контроля осуществляет организацию обеспечения индивидуального дозиметрического контроля, облучения персонала ГСП ЧАЭС и сторонних организаций, передачу результатов измерения в электронную базу данных, обеспечение учета, анализа и хранения, своевременное предоставление информации о дозах контролируемого персонала, подготовка отчетности по вопросам индивидуального дозиметрического контроля, облучения персонала. Основные исполняемые функции и задачи лаборатории радиоэкологического мониторинга являются проведение радиационно-технологического контроля и контроля окружающей среды на блоках ГСП ЧАЭС, объекте укрытия Хаят-1 и объектах ГСП ЧАЭС, расположенных на территории промплощадки ГСП ЧАЭС, с помощью лабораторных средств в соответствии с регламентом радиационного контроля. Основная задача персонала ЦРБ – контроль соблюдения производственных и технологических параметров в части радиационной безопасности, выбросы, индивидуальные и коллективные дозы облучения персонала, состояние защитных барьеров. В зависимости от выполняемых объемов работ на ГСП ЧАЭС, как правило, в будние дни для выполнения дозиметрических измерений задействовано от 25 до 30 дозиметристов. В эту численность входит как персонал, работающий по дневному графику, так и персонал, работающий по оперативному графику. При выполнении дозиметрических измерений дозиметристы используют дозиметры и радиометры как МКС-01Р, АТ-1117, МКС-07 Пошук. Персонал цеха радиационной безопасности работает как по графику дневного персонала, так и в смену. Оперативная эксплуатация стационарных систем радиационного контроля, дозиметрическое сопровождение выполнения радиационно опасных работ – вот неполный перечень рутинных задач, стоящих перед сменным персоналом. Помещение Г-365. Мы находимся на щите радиационного контроля блока номер 3. Значит, радиационный контроль выполняется строго с технологическим регламентом на этапах снятия с эксплуатации энергоблоков 1, 2, 3 и поддержания объекта укрытия в безопасном состоянии. На данный момент все контролируемые параметры в пределах контрольных уровней. Значит, вы сами можете видеть вот наша система радиационного контроля. В частности, многоканальная система радиационного контроля КРБ-06 «Горбач».
которая контролирует мощность дозы в помещениях третьего блока и аэрозольный контроль. Дальше системы контроля выбросов в вент-трубу, система контроля радиационной обстановки на объекте укрытия. Также мы выполняем допуск персонала к радиационно опасным работам, дозиметрист допускает, и контроль оперативных доз персонала. На данный момент радиационно опасных работ не производится, выполняем свою работу. Начальник смены анализирует показания всех систем, выбросов, сбросов, допуск персонала, контроль индивидуальных доз персонала. При производстве радиационно опасных работ мы контролируем индивидуальные дозы персонала. Также согласно регламенту мы выполняем все работы, которые связаны с контролем радиационной обстановки на главном корпусе, ну и, соответственно, на объекте укрытия. В течение смены начальник смены выполняет, соответственно, обходы. Начальник смены выполняет контроль персонала на рабочих местах. При выполнении радиационно опасных работ мы контролируем ход работ. Обычно эти работы выполняются по программам, и в строгом соблюдении пунктов программ мы выполняем контроль. После окончания работ по строительству НБК в части пускового комплекса номер 1 и выполнения объема работ в зоне с повышенным уровнем радиационного воздействия, новый безопасный конфайнмент находится в эксплуатационном режиме. И пока активно ведется работа с регулятором на получение разрешения ввода в опытно-промышленную эксплуатацию, радиационно опасные работы на объекте укрытия в рамках технологического регламента выполняют работники СП «Наварка» в рамках гарантийного обслуживания НБК и оперативный персонал ЦРБ. Для персонала цеха радиационной безопасности созданы два автоматизированных рабочих места. В данные рабочие места выводится вся информация, текущее значение в радиационной обстановке на данном объекте. Нагрузки очень большие на персонал, потому что объемы самой арки, они очень большие, оборудование расположено по всему периметру НБК. Персонал подготовлен, и поэтому мы стараемся много со временем. Для работы с оборудованием нового безопасного конфайнмента подрядчик провел теоретическое и практическое обучение персонала ЦРБ с оформлением необходимых протоколов по эксплуатации. Персонал цеха радиационной безопасности уже имел опыт эксплуатации подобного оборудования. Это те же самые IBPM по контролю концентрации радиоактивных аэрозолей, которые сейчас используются в интегрированной автоматизированной системе радиационного контроля объекта укрытия. Те же самые блоки детектирования джими, которые они эксплуатируются на данный момент, на ЗПЖРО, на ПКТРО. Персонал цеха радиационной безопасности, участка объекта укрытия, они поддерживают в этом режиме стационарной системы радиационного контроля, при этом осуществляя оперативный контроль за радиационной обстановкой, как в подарочном пространстве, так в помещениях нового безопасного конфайнмента, и также производят контроль выброса в окружающую среду радиоактивных веществ. После надвижки арки в проектное положение радиационная обстановка на промплощадке значительно улучшилась. По результатам радиационного обследования, по сравнению с предпроектными обследованиями, которые были выполнены в 2004 году подрядной организацией, мощность дозы на территории промплощадки НБК снизилась в 10 раз. К примеру, в 2017 году мы уже проверили для себя предварительное измерение мощности дозы как на территории промплощадки ЧС и НБК, а также измерение мощности дозы на высоте. После демонтажа нестабильных конструкций мы уже можем сравнить результаты измерения мощности дозы. Радиационная защита на ГСП и ЧС персонала, работников сторонних организаций, посетителей достигается путем реализации комплекса радиационно-гигиенических, проектно-конструкторских, технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности. В связи с повышенным интересом туристов со всего мира было принято решение об организации 2 базовых маршрутов посещения Чернобыльской АЭС. Но прежде чем были введены в работу эти маршруты, над ними кропотливо работали специалисты цеха радиационной безопасности.
для того, чтобы гости, посещающие нашу площадку, не получили превышающую дозу облучения. В подготовке маршрутов следования посетители ЧС, персонал ЦРБ принимал непосредственное участие. Это в первую очередь проведение рационального обследования маршрутов следования, определение расчетным путем дозы облучения посетителей на маршруте следования, сравнение расчетного значения с контрольными уровнями дозы облучения для посетителей. По результатам индивидуального дозиметрического контроля доза облучения посетителей на всем маршруте следования составляет на уровне 10-20% от контрольного уровня. Мы проводим рационный контроль маршрутов следования. Значит, перед посещением делегаций, и экскурсии, и после. То есть, помимо того, что мы выполняем в соответствии с технологическим регламентом контроль, мы еще дополнительно проводим рационный контроль. Ну и, соответственно, индивидуальные дозы. Дозы посещающих, то есть у нас есть установлена разрешенная доза, дневная доза для посетителей 0,1 миллизирта. То есть при выдаче оперативных дозиметров, индивидуальных дозиметров, мы контролируем, чтобы не было превышений дневной дозы. То есть проводим инструктажи обязательно перед посещением и в соответствии с нормативными документами. И самое главное, что по маршруту следования какие-то особенности выявляем и доводим до посещаемых. Ну и на что нужно обратить внимание. Самое главное при посещении объекта укрытия, это самое главное, выполнение требований радиационной безопасности, прохождение стоек радиационного контроля, прохождение санподдонов, правильное применение СИЗ, средств индивидуальной защиты органов дыхания, дополнительных средств защиты. То есть все это мы доводим до посещающих. Отвечаем на все вопросы, даем информацию, работаем в связке с сопровождающими. Стоит подчеркнуть, что работа с туристическим маршрутом важна не только с точки зрения радиационной безопасности. Это своеобразный диалог персонала цеха с общественностью. Посетители Чернобыльской АЭС непосредственно на месте убеждаются в высоком мастерстве и ответственности нашего персонала при выполнении своих профессиональных обязанностей. На этапе строительства «Хаят-2» персонал ЦРБ курировал работы по направлению деятельности цеха. Люди задействованы на новых местах, на новых участках, им нужно обучаться, многим приходится осваивать новое оборудование. Для меня опыт, например, на Хаяте будет связан с новыми работами, в частности, с нейтронными потоками. Оборудование сейчас стараются стандартизировать, используют оборудование Радико, зарубежное оборудование, это тоже новый опыт. Если мы в основном работаем по месту с старым оборудованием советского производства, с нашим украинским производством, те же МКС-07, то мы встречаемся с подходами и оборудованием зарубежного производства, которое вынуждает нас немножко менять и свое отношение к нашим нормам. На данный момент проведено теоретическое и практическое обучение персонала с оформлением необходимых протоколов по эксплуатации. На этапе ввода в эксплуатацию Хаят-2 персонал цеха рационной безопасности готов выполнять эксплуатацию различных систем рационного контроля Хаят-2. И скорее всего с началом перевозки отработавшего ядерного топлива технологический процесс будет осуществляться круглосуточно, в процессе которого необходимо выполнять оперативный контроль рационной обстановки на объекте. Еще одно важное направление, которое курирует цех радиационной безопасности, это проект создания установки для освобождения радиоактивных материалов от регулирующего контроля на ЧАЭС. Подрядчик консорциум в составе чешской фирмы ВФ и украинской корпорации «Укратомприбор». Финансирование проекта осуществлялось за счет Европейского Союза. В рамках проекта выполнено проектирование, изготовление, поставка, монтаж и наладка оборудования. В состав установки входят основные оборудования, такое как стационарная система гамма-спектрометрического контроля, модуль оператора с пультом управления и вспомогательным оборудованием, портативный гамма-спектрометр Falcon, блоки детектирования мощности дозы, которые установлены в помещении. 4 ноября успешно закончены приемочные испытания оборудования установки освобождения радиоактивных материалов от регулирующего контроля на ЧАЭС.
Для работы на данной установке персонал цеха радиационной безопасности прошел теоретическое и практическое обучение с оформлением соответствующих сертификатов обучения. Реализация данного проекта позволит ГСПЧС дополнительно зарабатывать финансовые средства путем продажи уже чистого металла после цикла дезактивации. По результатам спектрометрических измерений данные ТМЦ будут освобождены от регулирующего контроля. Цех радиационной безопасности развивается, совершенствуется, гордится своими достижениями, стремится к новым успехам и ежедневно выполняет свою такую важную, такую необходимую работу.